Всем привет, с вами Ганзи, и это новая часть сюжета «Цепи судьбы». Вы проявляете просто офигенную активность, и благодаря ей сюжет продолжает выходить в таком крутом качестве, с крутой озвучкой, с крутым музыкальным сопровождением, с оформлением и тому подобное. Это все благодаря вам. Продолжайте в том же духе, и тогда дальше все будет так же круто. Ну и хочу еще кое-что сказать. Я не знаю, что будет дальше с ютубом, какие-то слухи ходят, но я надеюсь, все будет окей, вроде как все окей, но на всякий случай, у нас есть группа ВКонтакте, у кого работает ВКонтакте, залетайте к нам в группу, чтобы, если что, не потеряться. Пока все окей, вроде как просто слухи ходят насчет ютуба, но на всякий случай. Если появится еще какая-то инфа по поводу закрытия ютуба или еще чего, то я создам и телегу, и всех буду активно созывать в наш дискорд сервер, на котором уже больше 3500 человек. Но пока не так все страшно, я не вижу в этом какой-то необходимости. Поэтому просто рекомендую залететь в группу ВКонтакте, у кого есть туда доступ. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а мы начинаем. Цепи судьбы. 8 часть. Глава 8. Посланник смерти? Невероятное унижение. Как я вообще на такое согласился? Потому что Рин пару раз взглянула на тебя щенячьими глазами. Балда, проговорил Какаши. Ну, так-то оно так, но какого черта я должен быть приманкой? Вновь возмутился я. Выдохнул мой товарищ. Если ты даже в камень-ножницы-бумага выиграть не способен, то объяснять тебе дальнейшие тонкости не имеет смысла. Все верно, я стал приманкой. Затея Рин состоялась в том, что я и Какаша перевоплощаемся в Пушинку и Нянята. Навстречу меня отдают похитителю, а котят забирают. Какашу уносит их в безопасное место, а остальные, окружив преступника, нападают из засады. На случай, если он не принес детей Нянята, мы не теряем ничего, ну кроме меня. Черт, мне уже не очень нравится этот план. Ребята, постарайтесь. Важно, чтобы похититель не узнал вас раньше времени. Беспокойно проговаривала Рин. Не думаю, что сложно сыграть роль кота-ниндзя, когда ты и сам ниндзя. Спокойно и расчетливо ответил Какаши. А вот насчет него я не уверен. Эй, я насмотрелся на эту кошку. Уж изобразить ее повадки сумею. Какая близость к животным. Да. Эй. Ребята, строго отрезал Минато-сенсей. Понимаю, что сейчас хочется разрядить обстановку, но эта миссия уже стоит рангом выше. Похищение, угрозы жизням невинных – это не шутки. Пожалуйста, выложитесь на полную. Я сделаю все для этой миссии. И я тоже. Мы не подведем вас, сенсей, ответил я, поднимая вверх кошачью лапу. Рин легонько засмеялась и погладил меня и Какашу по голове. Мы будем рядом. Я верю в вас. После ее слов я и Какаша выдвинулись в лес. Местом встречи была небольшая пушка в чащобе. Солнце уже слегка опустилось, поэтому было довольно темно. Когда мы добрались до места, то никого не оказалось. Какаша осмотрелся, затем уставился в сторону ствола дерева. Надо же! Ха-ха. Не зря ты не Нека. Знал, что заметишь. Какаша молчал, лишь наводя глаза вглубь тьмы. Молчишь? Ну да. Эти тупые уши. Как же я их ненавижу. Рык нашего противника прозвучал нечеловечески. Он вышел из тьмы. Черное одеяние с капюшоном, на голове маска из волчьей головы. Пара красных глаз блеснула и посмотрела на меня. На секунду внутри все затряслось, будто он пожирает меня взглядом. Чужак расстегнул свой плащ. Его тело было покрыто некими символами, значение которых я понять не мог. Татуировки в виде цепей шли по всему телу, переходя на спину. В области пупка виднелось изображение некого древнего замка. Что же он запирал? Какая чудовищная сила внутри этого человека, если его можно так назвать. Враг покрутил ободок с кошачьими ушами в руках, а затем надел прямо на капюшон. Какаши выдохнул и проговорил. «Где мои дети? Они в безопасности. Пока что».
Ты обещал. С меня кошка, ты возвращаешь мое потомство. Не. Последний звук он издал как бы нехотя, однако Какаши хорошо понимает важность своего образа, он должен дать время Минато-сенсею оценить ситуацию, да и самому Какаши нужно понять, что это за противник. Ну да, что-то такое припоминаю», — сказал враг, прикасаясь указательным пальцем к неподвижной волчьей пасти. «Покажи их». «Что? В такой ситуации ты еще и торгуешься? Ха-ха-ха! Удивительная смелость для такого жалкого кота!» Несмотря на оскорбление, противник вытащил из-за пазухи мешок. Сразу было заметно, что там что-то шевелится. Жалобное пищание донеслось до наших ушей. «Достаточно?» «Вполне, не». «Тогда приведи ее сюда и без глупостей, иначе котяткам будет очень больно». Какаши мяукнул мне пару раз. Само собой, я ничего не понял, но моей задачей было подойти к этому уроду, что держит в заложниках детей нянято. Я медленно двинулся за товарищем. В один момент враг вытянул руку вперед и крикнул: «Стоять!» «Не? А это точно та кошка? Может, ты меня обмануть решил?» Грозно проговорил он, сильнее сжимая мешок. «Нет, не, это кошка той богатой тетки из листа. Прикажи ей лечь». Какаши взглянул на меня и мяукнул. Внутри меня вовсю бушевал страх и недоумение. Однако я послушался. «Я знаю, как проверить это наверняка». В мгновение ока он достал куна и метнул его в меня. Орудие воткнулось в нескольких сантиметров от моей морды. Я тихо сглотнул и начал себя вылизывать. «Что ты творишь, не?» – выкрикнул Какаши. Полегче, мой усатый друг. Я прекрасно знаю, что эта кошатина и ухом не поведет. Поэтому я и выбрал ее как цель похищения. Была бы это не она, давно бы убежала». Я выдохнул. Мне было понятно, что имеет в виду этот ублюдок. Пушинка и правда ведь пассивная кошка. Она почти ни на что не реагирует, кроме зова к ужину. Уверен, что сенсей едва сдержался, чтобы не броситься мне на помощь. Но я чувствую, что противник не так прост. Сейчас нельзя совершать глупости. Я развалился на земле, вылизывая свои лапы. Какаши посмотрел на меня с легким недоумением. Что? Не один он умеет изображать кота. «Ладно, киски, ступай, жируха, иди к папочке». Вот оно. Я встал и послушно начал идти к нему. Почему так трясутся лапы? Его лицо, вернее, это маска. Этот взгляд он парализует. Его хриплый и грубый голос, смена настроения и тона указывают на то, что с головой у этого парня не все хорошо. Краем глаза я глянул на Какаши. Он моргнул мне в ответ. «Вот, не, верни моих котят, не». «А? Каких?» Этих. Я уже и забыл, представляешь? Без шуток, не, грубо отрезал Какаши. Ох, не хотел тебя обидеть. Хотя стало интересно, ведь кошек-то я ненавижу. С этими словами он подбросил мешок и собрался сложить руки в печати. Техника огня, уж это я точно узнаю. Какаши снял маскировку, а следом за ним и я. Мой товарищ ударил его в область бедра так, что нога врага согнулась от боли, а я влепил ему с разворота ступней в корпус. Противник прервал подготовку к технике. Его откинуло на пару метров. Мешок, что летел в воздухе, был подхвачен нянято. Рин и Минато окружили преступника, не давая возможности отступить. Зарычал он. Преступник опустил руки. Видимо, он смог защититься от удара, что я нанес. «Вот как! Мы знали! Мерзким кошкам нельзя верить! Какая жалость! Кто ты такой?» – спросил Минато, держа наготове свой кунай. «Оками. Просто Оками. Свободный волк. Последний своего рода». «И зачем же тебе понадобилось похищать кошку? Неужели нечего поесть?» – съязвил я. Дерзкий мальчишка. Я бы с удовольствием отгрыз тебе лицо. На самом деле, она мне не нужна. Я хотел захватить кота, а та пухлая тушка просто бы использовалась для получения выкупа». «Тебе нужен нянято?» – осторожно продолжила расспрос Рин.
Рин. Он бы прекрасно подошел для того, чтобы унять эту многовековую жажду крови. И тогда бы я смог восстановить силу моей стаи. Аками залился бешеным смехом. Он глубоко вдыхал воздух. Мысль об убийстве, кажется, будоражила его разум, если от него хоть что-то осталось. «Вижу», – проговорил он. «Вернее, я чую твой запах. Желтая молния Канохи». Минато-сенсей насторожился. «Да, меня спасают мои животные инстинкты. Тебя твоя скорость. Ты для меня словно заяц, который быстро передвигает своими лапками. Мне бы надо отступить, но я никогда не признаю поражений». С этими словами он сложил печать тигра и собаки. Минато-сенсей бросил в него свой кунай. Аками увернулся. Тогда учитель переместился и попытался нанести удар, но чудовищная волна энергии, которая вырвалась из тела противника, откинула его назад. Сенсей отпрыгнул и встал рядом с нами. Рин последовала его примеру. Было очевидно, что план вышел из-под контроля. Татуировки на теле Аками зашевелились. Цепи, что опутывали замок, распутались. С тела они прошли вдоль предплечья и закончились на кистях. Казалось, будто бы по его телу разливается лава. Узрите, презренные, врата предков. Я дам все свои силы, но уничтожу вас. Кажется, этот парень напрочь лишен рассудка. В его словах, действиях нет мотивации. Все, чего он желает, это разрушение. Внутри него очень темная чакра. Она обжигает словно пламя. Я не могу понять, что это за техника, однако печать явно древняя. Подобные символы запечатывают великую силу, злую, неконтролируемую, произнес Минато, вглядываясь в противника. В такие минуты сенсей выглядел устрашающе. Он анализировал каждый жест, каждое слово и технику противника. Ему легко было найти слабости врага, но сейчас ему придется следить и за нами. Это усложняет работу, поэтому нужно постараться ему помочь. Все ваши грехи, ваша тьма, которой они насладятся сполна, пламя поглотит. Слова Аками окончательно потеряли смысл. Они были некой обрывочной мыслью. Он громко вскрикнул, и татуировка замка растворилась. С невероятной скоростью он сложил печати. Тигр, собака, дракон. В его руке сконцентрировалась красная чакра. Внутри меня что-то резко всполыхнулось. Я посмотрел на товарищей. Их лица изображали тревогу. Тела слегка тряслись. «Что это?» – спросил я. Тело горит», – прошипел Какаши. Минато трясущейся рукой вытащил еще один кунай и метнул его в Аками. Красная чакра просто начала пожирать орудие. Сенсей телепортировался и ударил, что есть мочи. Тело Аками врезалось в ствол дерева. Мы почувствовали облегчение. Тело перестало трястись и пылать. «Минато-сенсей!» – вскрикнула Рин, которая заметила, как тот держится за руку. «Все в порядке, Рин, не подходи!» «Ублюдок!» – вскрикнула Аками, держа себя за лицо и поднимаясь на руки. «Твоя рука – это только начало! Адское пламя поглотит тебя всего! Ха-ха-ха!» «Рин, помоги сенсею, мы прикроем!» – сказал Какаши, который только что смог взять себя в руки. «Давай, Обита, или будешь как трус сидеть за спинами остальных?» Хоть это и прозвучало грубо, но такая шоковая терапия вывела меня из транса. Я встал и поравнялся с Какаши. Рин в это время лечила руку сенсея. Конечность была вся красная, покрыта волдырями, как будто бы ее ошпарило кипятком. В этот момент пришедший в себя Аками вонзил руку в свой живот. Из него вместе с кровью начали вылезать страшные твари. Внешне они были похожи на огромных волков, но на них не было шерсти. Тело было лишено волосяного покрова. Вместо него острые языки пламени покрывали существ. Их глаза были рубинового цвета, а изо рта капала слюна, смешанная с кровью. Сначала их было всего 2, потом монстров стало 5. Узрите, мощь предков, гончие ада, хранителя нашего племени. Пришло время, и я заберу вашу чакру и уйму их неутолимый голод. Псины бросились на нас. Минато быстро взял Рин за руку и переместился назад на несколько метров. 2 огромные собаки кинулись на меня с явным желанием откусить кусочек. Их челюсти едва не достали меня. Острые клыки клацали в нескольких сантиметров от рук, ног и шеи. Каждую секунду я отступал. Возможности для атаки просто не было. У Какаши все тоже было не сладко. Хоть он ловко отбивался от монстров, но особого потенциала в атаке реализовать не мог. На помощь пришел нянята. Маленькая кошачья
Могучее тело с невероятной силой влетело в тушу монстра, снося его. Псина отлетела назад. На выручку Какаши подоспел подлеченный Минато-сенсей. Он призвал жабу, которая струей воды снесла собак. «Аккуратней, парнишка-ня», – начал Нянята. «Если они захватят тебя своей аурой, то ты будешь терять чакру, пока они не погибнут». «Что? Это значит, что сенсей?» – ошарашенно прошипел я. «Да, сейчас он слаб, потому что Аками применил на нем эту технику. Потенциал твоего учителя высок. Но если мы не победим, то его чакра быстро иссякнет». «Тогда время загнать их назад. Откуда они вылезли?» Какаши что-то сказал Минато и сложил печати. Огромная земляная стена выросла перед ним, не давая собакам атаковать. В этот момент он юрко шмыгнул под землю. Меня осенила техника высвобождения земли. Теперь ясно, подобное он провернул в битве со мной, когда мы сражались в измерении Камуи. Он легко скрывает свою чакру под землей, а потом в нужный момент наносит удар. Я решил поддержать его атаку и напал на одну из псин. Техника водяной стены, что я скопировал, оказалась весьма кстати. Огромный вздымающийся поток воды смог замедлить несущихся собак. В этот момент я применил технику клонирования, после чего подрезал псине передние лапы. Нянята нанес серию ударов когтями своей собаке, лишив ту зрению части морды. Краем глаза я заметил, как Какаши затянул животное под землю, а Минато-сенсей пробил насквозь грудь собаки при помощи призванной жабы, которая применила технику водяного пистолета. Казалось, победа близка, и я чувствовал, как мой кунай пронзает сердце чудовища. Собака взвыла, попыталась зацепить меня своими челюстями, но мой клон не давал ей откусить мне голову. Нянята поднырнул под псом и ловким ударом когтей вспорол ему брюхо. Кровавое месиво упало на землю, прожигая ее. Аками погладил демоническое животное, что охраняло его. Затем, громко рассмеявшись, прокричал: «Ваши усилия ничего не стоят. Вы идете против сил, которые за гранью человеческого понимания. Даже легендарные воины листа всего лишь люди». Он посмотрел на Минато, презрительно улыбаясь. Было видно, что сенсей испытывает сильнейшую боль в руке. Его лицо покрылось потом, дыхание стало чаще. В той жизни я никогда не встречал этого человека. Так откуда он появился? Аками сложил печать тигра. В одно мгновение из тела собак высвободился огромный столб дыма. «Не дышите!» – крикнул Минато. Но было поздно. Наши тела парализовало. Верхние дыхательные пути страшно обжигало. Во рту будто была пустыня. Красный дым окутал пространство вокруг нас. Внизу я услышал гневный рык, который сопровождался хрустом вправляющихся костей. Мой клон толкнул меня назад, что есть мочи. В ту же секунду его разорвали мощные челюсти воскресшего чудовища. Я едва смог встать на ноги. В ужасе я стал оглядываться, чтобы понять, где остальные. Хотелось кричать, но горло будто бы сжала невидимая рука. Когда я подумал, что все идет не в нашу пользу, красный дым стал затягивать. Я повернул голову и увидел, как сенсей использовал технику пространственно-временного барьера. Именно этой техникой он смог переместить бомбу хвостатого подальше от деревни. Лицо сенсея и вправду выражало сильнейшие муки. Казалось, еще немного, и он потеряет сознание. Жаба, которую он призвал, сдерживала собак, а также защищала Какаши, который сидел на одном колене, не в состоянии подняться. Когда дым рассеялся наполовину, Минато рухнул на землю. «Похоже, что я все же вытянул из тебя основную часть твоей чакры, желтая молния. Теперь тебе вряд ли хватит сил даже переместиться. Теперь я сполна наслажусь вашими муками. А начну я с мелкого мохнатого предателя». Аками указал пальцем своей собаке-охраннику. Я повернул голову и ужаснулся. Сзади стояла лишь Рин. По плану котят должны были унести в безопасное место, а дальше схватить преступника. Но из-за того, что мы недооценили его, Нянято пришлось быстро мне помогать. А значит, Рин единственная, кто оберегала мешок. Вдобавок ей приходилось лечить Минато-сенсея. Она не могла покинуть поле боя, зная, что мы можем погибнуть. Она бы себе не простила этого. На нее понеслась огромная собака. Рин стояла на трясущихся от действия дыма ногах. Она вытащила кунай,
и зло смотрела в глаза противнику. Черт, я не дам этому случиться. Что есть мочи, я рванул. На несколько шагов опережая чудовище, за мной погналась еще одна собака. «Датон, Дорью Хэки!» – выкрикнул Какаши, складывая печати, применив технику поднимающейся земляной стены. Перед мордой псин выросла стена, что их замедлило. Какаши взял на себя собаку, что пыталась вылезти из-под земли. Тут я услышал, как мощная туша проломила стену. «Рин, назад!» – крикнул я. Она смотрела на меня со страхом, но уверенно держала стойку, понимая, что убежать уже не успеет. «Нет уж, не в этот раз. Я не потеряю тебя снова!» – думал я, совершая колоссальный рывок в ее сторону. Я едва успел развернуться. В эту минуту собака подпрыгнула и бросилась на нас. Все, что мне оставалось, это выставить руку. Массивные челюсти впились в мое предплечье. Полилась кровь, пропитавшая мою куртку. Мне повезло, что я надел щитки, иначе моя кость вмиг была бы переломана. Собака вертела головой, пытаясь метать меня, словно маленькую игрушку. «Ах!» – кричал я от боли. «Сдохни!» Собрав силы, я вонзил кунай прямо ей в глотку. Чудовище замерло и заскулило. Его хватка заметно ослабла, и оно упало. Я не чувствовал левую руку, кровь капала на землю. «Хоббита!» – тихо прошептал Рин, находясь в полном шоке. «Не бойся, Рин, я же обещал, что защищу тебя, помнишь?» – выдал я, скрывая боль за улыбкой. «Глупый малец!» – крикнул Аками. «Ты совершаешь ту же ошибку. Что ж, у меня есть для тебя особая пытка». Я посмотрел на тело собаки, которая резко вздулась. Снова дым. И я, что есть моча, оттолкнул Рин, которая уже успела взять мешок с котятами. Тело раскрылось. Чудовищная волна вони и жара хлынули мне в лицо. Вокруг все заполнилось красным дымом. Мое тело сковала невероятная боль. Я упал на колени, и меня тут же вырвало сгустки крови. Дело плохо. Я перестал слышать звуки. Все, кроме одного. «Особый трупный яд, адское зловоние. Оно покажет все твои страхи и грехи, дитя. Разрушит твое сознание болью и скорбью». Аками стоял передо мной. Псина, что была мертва, потихоньку оживала. Враг взял меня за горло и приподнял над землей. В глазах все плыло. Трудно было дышать. «Давай же, посмотрим, что кроется внутри тебя». Сквозь маску на меня смотрели красные глаза с черными вертикальными зрачками. Перед глазами резко встали всплывать картины прошлого. Сотни тысяч трупов стояли и смотрели на меня своими безжизненными глазами. Они шевелили губами, произнося нечто непонятное мне. Вся моя жизнь, прошлое, проносилась словно один миг. Эта боль застыла на моменте смерти Сакумы Хатаки. Да, чертовски больно, но сейчас нужно отпустить это хотя бы на минуту, чтобы у меня появился шанс, тот, что поможет мне хоть немного приблизиться к искуплению перед ними всеми. И я его не упущу, только не сейчас. «Ты так хочешь посмотреть? Так гляди!» Я активировал Шаринган. Аками отскочил назад, отпустив меня. Он крикнул: «Эти глаза! Сожрите мальчишку!» Собаки убежали вглубь тумана. Через секунду послышался визг. «Что за черт?» – прокричал он вновь. «Ты хотел увидеть? Что ж, я дам тебе возможность». Это был один шанс из 1000, что подобное сработает. Мое гензюцу надолго меня не хватит. Чертов дым забирает мою чакру, но я остановлю его. Перед глазами Аками предстал я, вернее, моя взрослая версия, в тот самый момент, когда я получил Ринниган. «Что? Неужели ты испугался?» «Ты что такое?» «Разве не видно? Я бог», — говорил я. «Нет, ты ведь просто мальчишка, но твоя душа, она затоплена кровью». «Да», — сказал я, улыбаясь. «И ты будешь лишь еще одной каплей в этом море». Я начал приближаться. Мой враг достал кунай и бросился на меня. Он проткнул мое тело насквозь. «Ха, ну, убил. А что дальше?» «Нет,
Гензюцу!» – завопил он. «А ты догадливый?» Само собой, Аками дрался лишь в своей иллюзии, хоть мне было мерзко использовать эту версию себя, но благодаря этому мне удалось натравить его на 2 псов-чудовищ. Они ничего не могли сделать хозяину, но теперь, когда он понял, мне нужно срочно развеять его технику, и я собрался с силами, встал на ноги. «Ты не причинишь больше боли моим друзьям!» – крикнул я, складывая печати. «Техника мощного огненного шара!» Огромный ком огня полетел в противника. Сила ее была достаточной, чтобы впечатать его в дерево и поджечь окружающие стволы. Красный дым начал рассеиваться. Трупы собак разлагались прямо у меня на глазах, не оставляя даже костей. Я увидел Какаши, Минато-сенсей и Нянята. Они были очень обессилены. Им удалось собраться в круг, чтобы сдержать оставшихся псин. «Обита, ты в порядке?» – крикнул мне сенсей, глядя на мою руку. Ко мне подбежала Рин, она пыталась что-то сказать, аккуратно держа меня за поврежденные предплечья. Я приобнял ее и проговорил: «Ты была сильной, но не геройствуй понапрасну. Помоги сенсею, ему очень тяжело». «А как же ты?» – шептала она, утыкаясь мне в плечо. «Я перевяжу себя, не волнуйся». Мой голос звучал крайне холодно, все мои силы ушли на гензюцу и огненный шар. Тело работало на пределе возможного. Хорошо, что я много тренировал его. Вдобавок мой опыт помог потратить немного меньше чакры. Рин еще раз посмотрела мне в глаза, а затем кинулась к сенсею, тут же применяя техники на его руке. «Все хорошо, Рин. Когда техника рассеялась, мне стало намного лучше». «Тише, сенсей. Вы все равно получили массивный ожог. Вам нужно срочно наложить повязку. Какаши, ты как?» «В норме», – пробубнил тот, болезненно поднимаясь и смотря в мою сторону. Я надеюсь, никто не заподозрил, что я использовал шаринган. Мне удалось воспользоваться прикрытием красной пелены дыма, чтобы его использовать. «Маленький ублюдок! Демон!» – прокричал Аками. Мы с Какаши повернули голову в сторону его голоса. Обуглившееся тело отлипло от ствола, к которому его припечатало. Его кожа слезала, оголяя мышцы и кости. Маска почти сгорела. Аками смахивал на уголь. Трясущейся рукой он сложил печать тигра. «Я заберу тебя с собой, демон смерти!» Я просто не мог пошевелиться. Красная чакра начала по земле ползти ко мне. Рин достала куная сенсея и бросила их Какаши. «Минато-сенсей! Какаши!» «Да, я понял!» – ответил Минато. «Надеюсь, сработает». Какаши кинул в Аками кунай. Тот приковал его обуглившуюся руку прямо к стволу. «Я готов, сенсей!» Минато телепортировал его к врагу. Какаши выхватил свой небольшой клинок и вонзил в сердце Аками. Глаза того взглянули на мальчика, что без тени сомнений проткнул плоть. Руки безвольно опустились, а красная чакра рассеялась. «Вы погубили всех. Он посланник смерти». «Он не посланник смерти, он наш товарищ», – тихо сказал Какаши, опуская голову вниз. Аками рухнул на колени, а потом тело его распласталось по земле, истекая кровью. Молчание продлилось еще несколько секунд, после чего Какаши доковылял до ствола и, прижавшись к нему спиной, скатился вниз, усаживаясь на землю. Рин перевязывала руку сенсея, который неловко улыбался, пытаясь убедить ее в том, что с ним все в порядке. Нянята тут же убежал к своим котятам, которые радостно запищали, когда увидели отца. Я же поплелся в сторону дерева, где сидел Какаши. Когда подошел, тот слегка приподнял голову, устало глядя на меня. «Я могу присесть?» Тот молча кивнул. Уместив свой зад рядом с ним, я скинул куртку и начал перевязывать руку. «Как ты это сделал?» – тихо спросил он. «Что именно?» – решил уточнить я, пытаясь аккуратно наложить повязку. «Ты понял меня? Это явно не просто ниндзя. Он нечто серьезнее. Даже Минато-сенсей был в какой-то момент близок к поражению. Мы недооценили врага и оказались в западне, но ты справился. Как ты это сделал? А самое главное, что за дзюцу ты использовал?» «Ха!» – усмехнулся я, откидывая голову назад. «Нет тут никакого секрета. Я просто очень сильно испугался. Испугался того, что в один момент потеряю вас всех». «Что? Ты мне тут о силе любви и дружбы будешь вещать? Не говори этой слащавой ерунды!» – грозно отреагировал Какаши, хватая меня за ворот куртки. Я грустно посмотрел на него, а затем положил свою окровавленную ладонь на его запястье. Глаза Какаши на секунду округлились. Слегка улыбнувшись,
улыбнувшись, я проговорил. Ты можешь верить или не верить, но это так. В самый трудный момент внутри нас просыпается великая сила. Ее невозможно описать и нельзя научиться. Она появляется лишь тогда, когда человек понимает, что он борется. А я боролся за жизнь своих товарищей, моих друзей. Какаша опустил меня и медленно отвернул голову. Затем вновь повернулся и затянул узелок на моей повязке. Я знаю, что ты пытаешься донести до меня, но я уже все тебе сказал тогда, в тот день на могиле моего отца, поэтому прекрати читать мне мораль, учиха. Я признал тебя как способного шиноби, но не более. Ха, а разве не ты назвал меня товарищем? Съязвил я, щурясь. «Тебе послышалось. Я пойду к сенсею», – холодно отрезал тот, вставая. И я смотрел вслед удаляющемуся Какаши, и снова он поставил блок между нами. Скоро я привыкну к такому, глаза слепались от усталости, поэтому я позволил уснуть себе, даже невзирая на труп злодея, что валялся рядом. Очнулся я в тот момент, когда кто-то обрабатывал рану на моей руке. Поток теплой чакры помогал заращивать травмы, нанесенные клыками. Открыв глаза, я сказал Рин: «Спасибо, мне намного лучше». Она была грустной. «Что такое? Тебя дурак Какаши обидел? Не обращай внимания, он сегодня в плохом настроении». «Нет, это не он». «Обита, я уже давно тебе говорила, что ты стал другим, как будто совсем другим. И меня это пугает и восхищает одновременно». «А? Почему?» «Увидев тебя настоящим и уверенным, я убедилась в своих чувствах, которые наверняка томились внутри меня, ждав момента, чтобы раскрыться. Но ты никогда не говорил мне о них до того вечера, и в то же время ты отчаянно рискуешь всем, будто бы не боишься смерти или, может, желаешь ее?» Я оторопел. Мне сложно ответить на такое, ведь я и вправду умирал, но в этом мире слишком много дорогого мне, чтобы я просто подохнул. Я просто боюсь потерять всех. «Но ведь мы рядом, мы поможем», — сказала она, заглядывая в мои глаза. «Ты не понимаешь, один миг, одна секунда, и человека может не стать, и твой мир рухнет. Все для тебя потеряет смысл, и тогда все гаснет, как и огонь внутри тебя». «Обита, в твоем голосе слышна сильная скорбь. Что ты скрываешь?» «Ничего. Скажи мне, «Ничего, Рин. Я просто никогда не имел семьи. Растила меня бабуля. И все, кто у меня есть, это вы, наша команда. Я понимаю, что чувствует Какаши, и это больно. А еще больнее держать себя в руках ради других, не показывать истинной скорби. Поэтому я приложу все силы, чтобы не допустить такого». «Что если ты умрешь? Ты об этом подумал?» — сказала Рин почти навзрыд. «Ты думаешь, мне все равно, что ты чуть не погиб из-за моей слабости и глупости в ту минуту? Ты прикрывал меня, а я лишь стояла, понимая, что не смогу справиться с этим чудищем, что бы было со мной, если бы ты погиб». Рин прикрыла лицо руками. Вот значит как. Я никогда не видел в ней столько чувств. Я добился ее любви, но сам перестал видеть и понимать, как она переживает, при этом постоянно улыбается, чтобы я ничего не заподозрил. «Глупышка, это ведь ты настоящая, так ведь?» «Рин». Я убрал ее ладошки и стер слезы со щек. Карие, заплаканные глаза смотрели на меня со стыдом и сожалением. «Рин, когда я бросился к тебе, меня обуял страх и паника. У меня не было плана, идеи, выхода из ситуации. Я просто не хотел тебя потерять. Но твой поступок был иным. Ты сделала осознанный выбор, хоть и думала, что ты слаба, и твоих сил не хватит, но ты встала с четким намерением защитить детей нянята. Внутри тебя есть сила, которая могущественнее самой страшной тьмы – любовь. И я всегда восхищен твоей чистой душой, ведь ты продолжаешь светить мне, словно путеводная звезда». «Но я лишь обуза». И я прижал ее к себе, затем строго сказал: «Не хочу больше слышать от тебя таких слов, а то специально буду себя калечить, чтобы доказать, насколько ты важна для команды». Рин усмехнулась, шмыгая носом. «Ты и так больше всех травмируешься, пожалей меня». «Эй, я просто стараюсь и попытался оправдаться я. В этот момент Рин поцеловала меня ласково, неумело, осторожно, по-детски. «Я знаю, Обита», — сказала она шепотом мне на ухо, изрядно краснея. «Горжусь тобой. Каждый раз». Я просто хотел сказать еще одно. Ты не просто медик, а еще незаменимый товарищ и...» протянула она, хитро улыбаясь. «Ох, да ладно, ты опять со мной играешь?» «Нет, возможно». «Ладно, а еще
ты моя любимая», – тихо и смущенно протянул я. «Что? Не слышу». «Ничего не скажу больше», – уперся я, надув щеки. Она встала, еще раз поправила мою повязку, затем улыбнулась и проговорила: «Я тоже тебя люблю, Обита. Спасибо тебе, что спас меня». Я хотела что-то сказать, но дыхание перехватило от такой прямоты. Как она может так легко и непринужденно говорить о своих чувствах? «Отдыхай, мне все же нужно перевязать Какаши. Он очень упорно отказывается. Кажется, нужно попросить Минато-сенсея, убедить его». Скажи ему, что это часть миссии, тогда он точно согласится. Мы оба рассмеялись. Рин помахала мне рукой и убежала к остальным. Минато-сенсей тащил трупы и стал рассматривать татуировки на его теле. После такого боя нам нужно было передохнуть, прежде чем идти назад. К тому же учитель еще не полностью восстановил чакру, поэтому техника летящего бога грома была пока что недоступна. Солнце потихоньку опускалось к горизонту. Нянята уселся рядом со мной и начал вылизывать. Его черная шерсть была вся в грязи и крови. «Ты в порядке?» – спросил я, поглаживая его. «Не, ты чего это вдруг резко интересуешься, человек? Просто рад, что все хорошо, ты ведь переживал, да и мы тоже». «Не, правда твоя», – ответил он, садясь ко мне ближе. Еще помолчали. Я продолжал его поглаживать, это немного успокаивает. Вокруг меня собрались котята, они весело перепрыгивали через мои вытянутые на земле ноги, пищали, иногда забирались на нянята, который грозно на них мяукал. Забавные они. «Не, пока не вырастут, не. Слушай, человек, спасибо тебе». Да не стоит, это не только моя заслуга. Как бы ты ни отнекивался, не, от моих глаз это не скрыть». «Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросил я, не глядя в его глаза. «Я видел чакру, не. Она изменилась, когда он схватил тебя, как будто иная сила пробудилась внутри твоего тела. Я не знаю, что это, но внутри меня все задергало. Кошачье чутье, штука правдивая, знаешь ли». «Выходит, ты боишься меня?» «Стоило бы. Так велит моя природа, но вместо этого я задам один вопрос. Можешь ответить на него честно?» Я выдохнул и кивнул головой. Зеленые глаза кота пристально посмотрели на меня, затем на секунду закрылись и устремили свой взор вглубь моей души. «Ты ведь живешь не первый раз, да?» Меня всего передернуло, внутри все резко всполыхнулось от этих простых, казалось бы, слов. Мои глаза бешено заметались, пытаясь найти точку, где я бы не чувствовал его проницательного взгляда. «Какая это жизнь по счету? И почему ты тут?» Отступать некуда. Мне не послышалось. Он определенно точно знает, что я здесь не первый раз. «Как ты узнал?» – дрожащим голосом спросил я. «Не, мы ведь коты. 9 жизней, 9 циклов рождения и смерти. Какая это жизнь?» Я тут второй раз. «Неплохо для человека, ня. Есть у нас легенды, что существуют люди, которые перерождаются в телах потомков». «Это ты про Индру и Ашуру?» Я тоже знаю про это, даже смог видеть своими глазами, но в будущем. Не понял. Я переживаю ту же самую жизнь второй раз. Нянята задумался и прикрыл глаза. «Вот как? Вот почему у тебя такая странная аура». «Аура?» Мы видим духов. Твой дух сложен из 2 частей, как будто бы тобой заменили истинного владельца этого тела». «Но ведь я и есть истинный владелец». «Это да, но не в этом времени. Как это произошло?» «Некая сущность дала мне шанс, чтобы я исправил тут все и предотвратил ужасное будущее, которое...» Не говори мне подробностей. Я не должен знать, Почему? Ты ведь и так знаешь много про меня, то, о чем другие не догадываются». «Да, но это не значит, что я хочу знать будущее. Лишние знания порой приносят множество страданий, да и может случиться так, что эти знания попадут не в те руки. Человек». Я перестал что-либо понимать. Он сам живет в цикле рождения-смерть, но мое будущее ему знать не хочется. Это забота или отказ от ответственности? «Ты, наверное, думаешь, почему же я не хочу знать будущего, ня?» «Типа того, это так сложно?» «Для вас, не для нас. Люди живут одну жизнь, цепляясь за миг. Редкий человек умеет созидать, что-то длительно строить, проходить через сотни ошибок на пути к идеалу.
Такие у вас зовутся мудрец, пророк и так далее. Остальная масса человеков желает иметь все быстро, здесь и сейчас. От этого у вас вечные войны, завоевания. Вы боитесь смерти, поэтому истребляйте тех, кого считаете прямой угрозой. Мы же живем много лет, по нашим меркам, а потом начинаем сначала, сохраняя часть воспоминаний, в особенности о своих поступках. Мы научились принимать судьбу, следить за ней, созидать, а не уничтожать. А что если я не хочу идти на поводу у судьбы? Что если она ужасна? Вдруг я причиню много боли этому миру? Сказал я, зло глядя в глаза нянята. Страхи, сомнения, судьба – все это в ваших глазах выглядит, словно вы плывете против течения. Не, я попробую объяснить. Уж очень ты мне нравишься, человек. Вместо того, чтобы, как я говорил, плыть против течения, попробуй поддаться ему, но не упустить нужный поворот, чтобы вновь не кануть в пучину. Пойми, ня, ты не можешь изменить течение времени, но ты можешь выбрать то, как поступать, куда свернуть в своем пути, а для этого тебе стоит принять себя и не злиться на ту судьбу, что ты получил тогда. Как видишь, благодаря ей ты так много понял, столько смог осознать. Этим мы и занимаемся, постигаем мир и жизнь в нем путем принятия себя, исправления и опыта, что переносим от цикла к циклу. Не. Я опустил голову. Мне нечего противопоставить его словам. Существо прожило множество жизней, понимающее, каким оно было и где ошиблось. Нянята принял себя. Возможно, в прошлом он совершил страшные вещи, непоправимые ошибки, и теперь он живет с ними. Я взглянул на него и хотел узнать, но он меня опередил. Ты думаешь, совершал ли я ошибки, которые хотел бы исправить? Ты умеешь читать мысли? Нет, просто вопрос был бы логичным после моей тирады, ня. Да, хотел бы. Я не всегда был, как ты говоришь, заботливым отцом в прошлой жизни. Из-за своей глупости я потерял детей и жену. Мне жаль, нянята, тихо проговорил я, погладив его. Дожил. Меня человек жалеет. Я ведь говорил, что это часть пути. Как бы мне не было жаль сделать, там я уже ничего не могу. И вот теперь я вновь попал в похожую ситуацию, но сейчас я готов пройти это так, как не сделал тогда. Спасти свою семью и усвоить этот урок. Выдохнул я и улегся на траву. Знаешь, если бы все так было просто, я в общем, взрослый и застрявший в теле ребенка, я был ужасным человеком в той жизни, а в этой вечно совершаю ошибки, хотя должен их предотвращать. В голове постоянно каша и кошмары во снах и наяву. В этот момент нянята запрыгнул ко мне на грудь и ткнул лапой в губы. Тихо, много мяукаешь, человек. Ты вообще меня слушал, не? Я кивнул. Вот, делай то, что должен, будь уверен. Вы не мы, в меру короткой жизни. Вам сложно принять судьбу, ее уроки и идти с жизнью под руку. Вы вечно сражаетесь даже сами с собой. Возможно, это и делает вас уникальными. Я тоже хочу это понять. Засунь руку за мой платок. Хочешь, чтобы я почесал тебе шею? Не, можно, то есть не отвлекайся, глупец. Возмутился нянята, топчась у меня на груди. Я послушно засунул руку за платок. Там была небольшая сумочка, и я вытащил из нее свиток. Это... Да, свиток заключения контракта. То есть ты хочешь заключить со мной контракт? Сказал я, улыбаясь. Я? Не, еще чего. Это ты так хочешь? Я? Да, не спорь, не. Он уткнулся мордочкой в мой нос. Мы зло прорычали друг на друга, а потом звонко рассмеялись. Это урок, да? Ты в роли судьбы, который надо принять. Именно. Так что давай быстрее, не хочу, чтобы кто-то это видел. Я поставил метку кровью, потом убрал контракт назад, к нянята в сумку на шее. Вот, теперь если тебе понадобится моя помощь, то ты сможешь призвать меня. Круто, не помню ни одного шиноби, призывающего кота. Да, не призывай меня с 6 до 9 вечера, и в выходные тоже. А еще лучше бы в полдень тоже не звал. Сон, дело важное. Да, вылизывать себя после битвы долго надо. Да, ясно, почему я не видел таких шиноби, потому что вы чертовски ленивые. Чего ты там вякнул, мелкий человеческий детеныш? Если ты не забыл, я далеко не дитё. Я все равно старше. Ну все, сейчас я зачешу твое пузо. Не смей, укушу, спасите. Так мы дурачились еще некоторое время. Я рад, что у меня появился свой зверь-защитник. Пусть и такой
такой ленивый. Сейчас я нашел того, кому смог признаться. Нянята знает, что я испытываю. К сожалению, пока я не смогу рассказать ни сенсею, ни Какаши, ни Рин. Но думаю, однажды, когда я действительно буду готов, я скажу им обязательно. Ведь они все для меня нечто большее, чем команда. Продолжение следует.